Пожалуйста, не делайте их из того, из чего делала я. Я обязательно в видео скажу, с чего это нужно делать. А сегодня в программе набор из 20 с лишним игрушек на елку и 3 подсвечника своими руками. Для лепки приготовьте любые стейки, какие у вас имеются. Это могут быть самые простые, как у меня, пластиковые, купленные в канцтоварах. Если их нет, то хотя бы приготовьте маленький ножичек, он нам очень пригодится. И кисточки. В качестве молдов я буду использовать вот такие пластиковые баночки. Вы можете также использовать любые, какие найдете у себя дома в арсенале. Главное, чтобы они не сужались кверху, потому что они будут служить молдами. И впоследствии, чтобы легко с них было снять сами подсвечники, лучше, чтобы они были либо равномерные по высоте, либо немного расширялись кверху. Вот честно, ребят, я слепила из того, что было. Мне просто жалко было выкидывать. И решила заодно проверить, как оно будет себя вести в деле. Потому что собираюсь в своей ванне делать аксессуары именно таким способом. Поэтому совершенно не рекомендую использовать подобные шпаклевки и этот клей. Клей сам по себе неплохой в столярке, но в работе с штукатуркой он очень быстро начинает схватываться. И работать из-за этого с ним неудобно. Сама штукатурка должна быть финишной, с мелкой фракцией. Можно использовать как гипсовую, так и на цементной основе. Главное, чтобы это был микроцемент. Вот здесь на видео я показываю, как замешивается тесто. Ничего вообще сложного. Месим просто как пельменное тесто. Насыпали штукатурки на стол, налили клея, замешали. Клей примерно используется в соотношении 1 к 1 к штукатурке. Но во время замеса вы будете это регулировать. Вот если замешали и тесто по-прежнему очень мягкое, нежное, продолжает липнуть и очень сильно тянуться, то однозначно нужно еще добавлять штукатурки. Примешиваем постепенно и продолжаем мять. Как только у вас получилась консистенция пельменного теста, все готово, заматываем этот кусочек теста в целлофановый пакет очень-очень плотно и идем мыть руки. Вот на этом видео у меня как раз кусочек из ротбанта, и вы видите, что он имеет более грубую структуру. Поэтому такая грубая шпаклевка, конечно, сюда не подходит, хотя, как видите, все-таки я из нее что-то смогла сделать. Перед лепкой обязательно смазывайте руки вазелином или каким-нибудь жирным кремом, можно глицерином, например, или маслом детским. Это нужно не только для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, но и чтобы ваши ручки оставались гладкими и бархатистыми, а не похожими на наждачку. Ну а дальше начинаем просто лепить как из пластилина, как из теста, как из глины. Единственное, работать с этим тестом нужно в быстром темпе, потому что клей, хотите вы того или нет, начинает схватываться в процессе. И останавливаться и долго думать здесь не получится. Именно поэтому я не рекомендую замешивать сразу большими кусками. Хотя для того, чтобы тесто не застывало, его можно убрать в холодильник. Но и в холодильнике оно долго не пролежит. Отрываю небольшой кусочек от общей массы. Остальное пока также заворачиваю в пакет, чтобы не сохло. Сначала хорошенечко мнем. Если вдруг после того, как тесто полежало в пакете, вы его достали и оно размялось и стало опять липнуть и размягчилось, то обязательно добавьте еще штукатурки, то есть подмешайте в него еще немножко штукатурки и после этого продолжайте работу. В моем случае все в порядке. Я создаю небольшую лепешку и раскатываю ее на столе такой же пластиковой банкой. Конечно, было бы лучше взять побольше кусок, я как-то не рассчитала, да и делала все на скорую руку, не особо стараясь, поэтому в этом здесь тоже не берите с меня пример. Вот так облепила дно баночки, распределила тесто по дну и по краям. Можно также выровнять об стол. А лишнее все аккуратненько срезаем ножичком. Здесь у меня на видео постоянно меняются 2 подсвечника, так как я сделала 2 одинаковых, и второй сразу решила сделать потолще, то есть налепила еще дополнительно с краю полоску. Но я не рекомендую так делать, все-таки быстрее, проще и удобнее будет, если сразу взять кусок теста большего размера и толще его раскатать. Если у вас возникла необходимость все-таки где-то прилепить, то желательно сначала смазать клеем это место. Дальше я все это разравниваю тем же ножичком. Можно взять любой предмет с плоскостью, который можно надавить и расправить тесто. И если в процессе у вас подсыхает, то обязательно смазывайте клеем и сразу же разравнивайте. Я решила сделать подсвечник в виде такой спирали закрученной, и чтобы ее изобразить, раскатываем толстого длинного червячка, немного его приминаем прямо на столе и после этого накручиваем на банку. Дальше ничего сложного, накрутили, подправили,
разгладили. И затем ножичком опять же срезаем все лишнее. Так как клей, который я использовала, не дает такой супер прочности, я решила сделать ребра жесткости в виде таких вот кружочков. Но на самом деле здесь вы можете придумать что угодно, и какие-нибудь завитушки, и узоры, или сделать вообще без них, если вы работаете с другим клеем, более прочным, и с которым подсвечник и так получится крепким, и будет держать форму. Кстати, о прочности сейчас вам ее продемонстрирую. Ну, чтобы не быть голословной, вот сейчас вам продемонстрирую прочность. У меня имеется вот такая вот скульптурка в работе, еще не законченная. Лепила я ее из финишной гипсовой штукатурки, вот с этим клеем, который я вам показывала. И здесь есть вот кое-какие... Давайте посмотрим, что-нибудь, вот какая-нибудь такая тонкая деталь. Здесь, понятное дело, проволока, скажете, там проволока. Вот у меня вот здесь нет проволоки, например, вот эта часть выпирающая, там проволоки нет. Сейчас я за нее попробую поднять. Давайте вот так вот. Вот, посмотрите, да? Даже вот за эту трубу как-нибудь ухватиться. Ну вот так хотя бы, да? Мне неудобно, силенок не хватит поднять, она тяжелая. Просто к тому, какая это прочность. Вот. Пожалуйста. То есть даже тонкая деталь будет настолько прочной, что я готова даже поспорить, что если я сейчас эту скульптуру брошу на пол, она не сломается. Вообще от нее ничего не отломится, просто полы жалко. Вот здесь я показываю момент, когда у меня первый подсвечник прилично растрескался, пока я его лепила. Все-таки ротбенд не очень хорошо подходит для этой цели. И я просто потом намешала этого же ротбенда с тем же клеем и сверху кисточкой все это хорошенько замазала. Все микротрещинки таким образом убрались, но если вы хотите при этом гладкую поверхность, то вам придется потом все это дело шкурить. Я же решила оставить такую фактуру. Ну и третий подсвечник, у него незамысловатая форма. Здесь как раз, как видите, баночка у меня чуть-чуть расширяется кверху. Я также сделала лепешку, покрыла дно, хотя, опять же, если повторить все это, я бы раскатала одну огромную лепеху и сразу бы покрыла всю эту баночку, и просто лишнее потом отрезала. Здесь у меня получилось много лишних действий. Ну, если вы последуете моему примеру, то следующая ошибка, которую я допустила, это то, что боковушки создала из двух кусков с рваными краями. А нужно было сделать эти края ровной вертикальной линией. И тогда бы получился аккуратный вертикальный шов, который можно было бы легко и просто заделать. Как я это сделаю потом внутри, я вам покажу позже. Так, ну что, вот я слепила 3 штучки. Теперь сохнуть будут. Вот это внутри, наверное, потом еще, когда сниму, подлеплю там эти трещины, заштукатурю. Вот, то есть, видите, вот такие они получаются. И, в принципе, если цвет вам нравится, то можно просто потом покрыть лаком. Такой вот интересный получается, как вот какую-то плитку такую керамогранитную цвет. Вот, то есть покрывайте бесцветным лаком и все. Ну, я буду их красить, скорее всего, в белый. И вот эту сделала потолще, это вот потоньше. Думаю, что вот это как-то попрочнее, поосновательнее будет, посмотрим. Это уже сняла спустя 4 часа, но снимать нежелательно, пока не высохнет полностью. То есть это сутки нужно продержать, потому что может форма исказиться. Посмотрим, как она поведет, не поведет ее, проверим заодно. Ну, конечно, этого делать нежелательно, просто сняла, чтобы вам показать. Ждем высыхания, будем красить. Ну что, смотрите, хотела вам показать, вот что получилось. Кстати, не деформировалось в итоге. Это вот этот подсвечник, да, который я сняла еще до того, как он высох. Вот этот уже сняла, когда он полностью засох, сутки просидел на форме. И важный момент, снимать их нужно очень аккуратно. И чтобы лучше было снимать, возьмите и заранее
обмотайте пищевой пленкой форму. Будет намного проще. Ну и, конечно же, не снимать, пока они полностью не досохнут, пока не пройдут сутки. Вот. Ну, теперь нужно подшкурить, подровнять, и можно будет красить. А вот этот я хочу внутри еще заделать вот эти трещины. Сейчас также раскатаю пласты и внутрь просто их приклею, предварительно смазав все клеем. То есть их нужно будет посадить на клей, чтобы они хорошо друг другу принялись. А так, видите, прям вот классно, без всяких молдов слепили, сделали. Единственное, что вот нужно было делать, конечно, прямой вот здесь срез, не кривой, как я делала, а вот именно прямой. И тогда получился бы просто шовчик аккуратный вместо вот этого всего. Вот. Так я их оставить, естественно, не могу. Вот. А можно бы было просто лаком покрыть, да, если из белой, например, сделать штукатурки, добавить туда колера, можно вообще мраморный эффект получить и просто потом лаком покрыть. Но здесь нет, здесь буду, конечно, красить, чтобы вот эти вот переходы скрылись визуально. Внутри я смазала клеем, также посадила внутрь раскатанную лепешку, застелила все дно, расправила, лишнее срезала, затем раскатала полоску для бордюра, сразу ее обрезала и сделала вот как раз-таки тот ровный вертикальный срез. Так получилось и намного быстрее, и намного аккуратнее, потому что такие швы проще и быстрее замазать. Да, смотрите, оказалась права, вот именно когда прямой шов выглядит намного аккуратнее. Здесь мне пришлось, конечно, 4 куска сделать, потому что уже стало подсыхать тесто, пока я все снимала. Много сразу замесила. Вот, но, в принципе, можно справиться и в 2 детали, просто 2 шва будут вот такие достаточно аккуратные. Если покрасить, вообще незаметные. Ну вот. Сделала потолще, мне кажется, прям так вот намного лучше выглядит. Все, моя душенька довольна. Дальше я подшкурила все края грубой 60-й наждачкой и покрыла подсвечники белой краской в 3 слоя. Итак, покрасила я в 2 слоя. У меня оставалась прям на дне буквально краска для стен, моющаяся для ванн, для кухонь. Вот. И решила устроить безотходное производство. На плоском подсвечнике решила создать фактуру, просто вот так вот пришлепывая краску кисточкой. И сейчас хочу еще, вот пока не решила, которая из них, возможно, вот эту, добавить немножко перламутра. У меня вот такой вот колер. Перламутр в краску добавлять нельзя, в белую. Об этом даже написано здесь на баночке. Поэтому я буду покрывать лаком. У меня тоже в закромах лежал вот такой полиуретановый. 100 лет назад покупала. Уже, может быть, даже вышел срок годности, не знаю. Но он пока еще нормальный совершенно. И вот я его сейчас в него добавлю колер и покрою какую-то из этих баночек. Колер добавляю в лак по инструкции и покрываю подсвечники в несколько слоев. Вот какая красота в итоге получилась. Ну, в общем, я их все помазала перламутром. Мне так понравилось, как это выглядит, как это блестит. В общем, все очень миленько. Ну, я оставляю свои подсвечники вот в таком виде. Посмотрим, как это будет в деле. Ну, еще успела тут игрушек вот понаделать. Сейчас вам покажу, расскажу, как я это делала. Хоть и делала я на скорую руку, и где-то кривенько, и косенько, и не особо аккуратно, но в целом смотрится очень празднично. Мне так нравится. А что вы об этом думаете? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментарии. Мне очень бы хотелось послушать. И стали бы вы себе изготавливать подобным способом нечто подобное?
Что ж, переходим к игрушкам. Здесь работы будет немножко поменьше, а игрушек получится аж 20 с лишним штук, примерно с 1 стакана штукатурки. Делается все очень просто, раскатываем также длинного-длинного червячка. Я здесь не особо старалась его делать ровным по толщине, но вы можете сделать так, как нравится вам. И вообще в этой технике можно делать абсолютно разные игрушки, а самое классное то, что такие игрушки можно делать вместе с детьми, мне кажется, им будет очень интересно, это забава. Я же решила сделать звездочки, завитушки и что-то вроде сосулек. Ну, дальше просто рисую звездочку, так как мы ее всегда рисовали где-нибудь в тетрадках или альбомах. И оставляю до полного высыхания. И здесь есть некоторая особенность. Я ее сейчас вам покажу на примере завитушек, которые изготавливала подобным способом. Значит, смотрите, подсказочка. Сейчас я ее буду закручивать. И получается, какой-то из этих концов станет вот этим вот, да? Прям концом. Концом-концом. И получается, я вот как эту звезду, вот сейчас я ее не могу сдвинуть с места, потому что она еще не пристыла, так, чтобы ее можно было пошевелить, иначе я просто нарушу ее форму. То получается, вот сейчас я начну закручивать, если я начну с этого конца, то у меня вот сюда придет эта игрушечка, эта ракушечка, и здесь, в этом месте останется застывать, и подвинуть или убрать ее с рабочего места я смогу только попозже, когда она немножечко схватится. Вот, поэтому если вы делаете много таких штуковин, да, то есть рассчитывайте так, вот заранее туда гоните вот эту колбаску, раскатывайте, чтобы потом в конце вам закатать в какое-то такое место. Вот я обычно так вот рассчитывала, прикидывала, да, куда мне положить сушить. Вот сейчас эти уже подсохли, вот их можно двигать, убрать. Вот это прилипло к столу еще, вот она прилипшая. Вот я ее отлепила, да, вот я могу уже ее подвинуть. Но до этого состояния, вот звезду я сейчас не могу тронуть, я только вам показала, как ее лепить. И двинуть я ее сейчас с места не смогу, пока она не застынет. Она мне мешается. Вот, но мне пришлось вам снять, чтобы это сделать. Вот, поэтому сейчас я буду гнать вот сюда, чтобы вот здесь у меня в итоге осталась вот эта завитушка, и пусть она пока здесь лежит, застывает, чтобы я могла хотя бы здесь вот еще что-то поделать. Ну а дальше просто лепим, используя все свое воображение и фантазия, а также имеющиеся в вашем арсенале инструменты. Потом при необходимости покрываем акриловыми красками, можно добавлять эти же акриловые краски в лак в качестве колера. Я также добавляла перламутр и покрывала несколькими слоями. Но только не забываем о том, что все-таки игрушки получаются не такими уж супер легкими, поэтому я выбрала очень простые, незамысловатые формы. И если вам захочется создать что-то объемное, то лучше все-таки внутрь поместить что-то легкое, например, бумагу. Возможности здесь, конечно, поистине безграничны. Значит, смотрите, с ракушками тоже какая штука, точнее, сосульками, да, это я хотела изобразить сосульки. Первая, правда, получилась ракушка. Ну, как идея, да, вот кто хочет, например, в морской тематике елку оформить или куда-то вам еще эти ракушки понадобятся. И какой момент еще хотела сказать. Смотрите, вот положила их застывать, да, тесто мягкое, вот, естественно, отпечатался стол здесь прямой плоскостью. Если вы не хотите, чтобы вот этих плоскостей, чтобы они отпечатывались, да, на ракушках и других каких-то объемных предметах, то лучше положить сушиться на поролон, например, ну, в общем, на что-то мягкое. Поролон, синтепон, может быть, чтобы они как бы немножко туда утопились, и стол не отпечатывался в итоге. Ну, я решила, ладно, бог с ним, будет на елке висеть, не так уж это все будет бросаться в глаза, особенно когда покрашу. Пусть будет так. Ну, вот вам, чтобы вы знали об этом моменте. Вот знаете,
так приятно было бы знать, что вся вот эта катавасия кому-то из вас пригодилась. Поэтому, если вы что-то изготовите в подобной технике, неважно что, пожалуйста, пришлите мне на мой почтовый ящик, мне будет так приятно посмотреть. Я оставлю адрес под видео. Не знаю, как вам, а мне прям уже не терпится определить эти игрушки на елку. Чем я сейчас и займусь. Под эту по-новогоднему красивую елочку прям напрашивается подарок. И я решила сделать мужу маленький новогодний сюрприз своими руками. Взяла вязаный шарф, кусок искусственного меха и по ролику из ютуба сделала выкройку и сшила шапку. Как же весело работается под новогодней елочкой. Аж прям душа поет. Ты уйдешь, и мне станет не до сна. Я опять сойду с ума. Я прошу тебя, постой. Блин, она такая классная, впору хоть самой носи. Надеюсь, мужу понравится. Ну вот так, теперь полный порядок. С Новым годом, дорогие! Творите, любите и будьте счастливы за ваше здоровье. До встречи в Новом году!